Ну что, друзья, мы так и не ложились, знаете, эйфория прошла, пора заняться уже серьезным. Надо стрелять гусей, потому что, знаете, как говорят, полетели первые ласточки. Это не первые ласточки, это большие, неуклюжие, жирные гуси полетели, потому что одно дело постоянно обговнякивать. Давайте называть вещи своими именами сегодня, обговнякивать. Кандидатов в президенты совсем другое дело, это мистер президент. Вы нас не так поняли. Это не то, что ты думаешь, Дональд. Госдеп и секретарь по национальной обороне и безопасности. От этих 4 фамилий очень зависит, какие решения будут приниматься госпожой Клинтон как президентом. Но госпожой Клинтон как президентом, говорил Бачо Карчалава, но мы понимаем, что уже господином Трампом как президентом. Это один из аналитиков, один из тех, имя кому? Легион. Но Легион-то ладно, знаете, кто такой этот Бачо Карчалава? О нем никто и не вспомнит уже завтра. А вот о кое-ком могут вспомнить, к примеру, о министре внутренних дел. Тут фишка в чем? Реформа полиции. Это знаете, как, все реформаторы, они хотят в первую очередь набить свой карман. Так уж повелось у нас. А реформа полиции, она спонсируется. И спонсируется, дайте-ка подумаю, кем. Я думаю, что в первую очередь Соединенными Штатами Америки. И здесь крайне интересно будет будущему, уже настоящему президенту Соединенных Штатов Америки почитать вот это высказывание. Сейчас его на все лады обсуждают, а злые языки говорят, что он удалил его уже из своего Фейсбука. Но он-то мог его удалить, но я-то его записал. Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским. Диагноз опасного маргинала. И опасен он как для Украины, так и для США. В такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина, быть гарантом демократических свобод. Не зря тра-та-та-та. Так, возглавил штаб Януковича, сейчас Трампа. Янукович через Крым сбежал. Куда Манафорт приведет Трампа? По всей видимости, подразумевается, что и Трампу придется куда-то бежать. А за ним сзади будет гнаться Аваков. Так Трампу придется бежать или кому-то другому придется постыдно удалять посты? Стоя на посту, постыдно удалять посты из соцсетей, подтирать за собой, там, где оскорблял президент Соединенных Штатов Америки. Это тебе не шуточки, ты министр, ты же не какой-то там дядя с улицы. Никто не ожидал, да, никто не ожидал Дональда. Вот депутаты, я смотрю, от президентского блока тоже не ожидали. Можно его называть как хочешь. Идиотом называй, маргиналом, придурком, что хочешь делать, да, пока он не стал президентом. Вадим Денисенко пишет о том, что показал себя полным идиотом, который говорит все, что угодно, чтобы угадать настроение толпы. Это имеется в виду избирателей, по всей видимости, Соединенных Штатов Америки. Этот еще удалить свой статус не успел. Но он будет, конечно, делать серьезное лицо, но в свое время до него дойдет. Я думаю, что такие статусы писать не стоит. Что эти люди будут говорить завтра? Конечно же, они там будут хмыкать, надувать щеки в украинских эфирах. Но жизнь не ограничивается украинскими эфирами. Вам, ребята, если на хвост наступят, то вы же его, как ящерица, не сбросите. Еще один интересный персонаж, который в Штатах бывает, по-моему, сейчас-то может наоборот, потому что он квартиру хорошую купил, не дешевую. А так вообще в Штатах он бывал, по-моему, чаще, чем в Украине. Лещенко. Амбарная книга партии регионов спасла мир. Манафорт, кормившийся из рук Януковича, уходит с позором. Думаю, после такого удара Трамп уже не оправится. Тут, как говорится, не хочется грубить, но как бы ты не оправился себе прямо в штаны, потому что все деньги, которые ты получаешь, идут оттуда. Придется переходить на внутренний резерв, наверное. Более того, вот этот и некоторые другие борцы с коррупцией, они очень гордились собой, потому что именно они раздували скандал с этой амбарной книгой партии регионов. Наверное, они полагают, что тот же Манафорт это забудет. Возможно, у него будет случиться провал в памяти. Или ему отправишь поздравительную открытку или тортик к Рождеству, и он скажет: да и ладно, не думаю. А это кто у нас? Человек, который любит фотографироваться на фоне Белого дома, да? Дональду Трампу надо обратиться
за мудрыми советами представителей республиканской партии. Ну, и можно еще и к Яценюку обратиться. Более того, Сеня здесь пугает тем, что Дональд Трамп говорит про Крым, завтра он может говорить про другую часть мира, про Европу, Азию, Америку. Ну, то есть намекает, что он опасен, раздувает, разжигает. Арсений Петрович, ай-яй-яй-яй, как же так недальновидно, Арсений Петрович, ведь хочется иногда побегать вокруг Белого дома, а тут хозяин сменился, ну, имею в виду Белого дома. Что делать, что делать? А делать надо то, что делают сейчас жирные неуклюжие гуси, которые полетели, потому что вот, допустим, Габко уже рассказывает, ну, ничего плохого не рассказывает. Более того, она уверена, что Трамп должен в первую очередь посетить Украину. Наполягаю на тому і комунікую як голова комітету, що надзвичайно важливим, щоб перший візит майбутнього президента США відбувся в Україну, тому що є певний борг Сполучених Штатів Америки перед нами. Есть определенный долг Соединенных Штатов Америки перед Украиной. Ребята, вам не послышалось, это не у Украины, есть определенный долг перед Соединенными Штатами Америки. Все наоборот. Все наоборот. Мне интересно, кто встречать его будут. Его будут встречать те, кто еще вчера его, по-моему, поливал. И как они его будут встречать? Наверное, подобострастно, так с улыбочками. Да хлеб, соль, девочки в віночках. Зокрема, що Обама за 2 терміни жодного разу не приїхав в Україну і став першим президентом Сполучених Штатів Америки, який не приїхав, попри те, що було 7 візитів віце-президента Сполучених Штатів. Плохой Обама. Вот уже Обама плохой. Не приехал. Он такой в Украину. А долг же есть у него перед Украиной. А он взял и не приехал. Кто следующий полетел? Кря. Кто там полетел? А, МИД полетел. Потому что внезапно МИД Украины рассказывает, что это важный этап в развитии американской демократии. Победа Трампа – это важный этап в развитии демократии. А мы-то и не знали, они же все время это скрывали, успешно скрывали от нас то, что это важный этап в развитии демократии. А вот теперь рассказали наконец. Долго держались, я вам говорю. А, кто еще там? Народный фронт. Народный фронт сейчас стоит перед непростой задачей. Аваков, Геращенко, ну то такое по мелочи. Но заявление от Яценюка это уже серьезно. Я еще не успел стереть. Георгий, мы вас попросим также прокомментировать и высказывания ваших однопартийцев. Ну вот, в частности, мы цитировали Арсена Авакова, который в июле называл Дональда Трампа маргиналом. А, как больно, когда ставишь не на ту лошадку, как это больно, но сейчас представитель Народного фронта, тоже народный депутат Украины, расскажет, что на самом деле Трамп должен поблагодарить. Безусловно, я думаю, что она позитивно отразится на отношениях. Вы должны были... Позитивно отразится на отношениях то, что его называли идиотом, маргиналом и другим, и земляным червем. Каким образом? Расскажите, пожалуйста, Георгий, каким образом? Вы должны были оценить, что было после этих официальных заявлений. Позиция Трампа резко упала вниз. Так, хорошо, позиция, но он имеет в виду рейтинг, как я понимаю, резко упала вниз. Так за что же он все-таки должен быть благодарен? После вот этих вот всех заявлений со стороны Украины, позиция Трампа, то есть рейтинг подразумевается, упал вниз. И... Резко упала вниз. Соответственно, мы как бы дали такой щелчок по носу о том, что попытать не играть и на нашем поле. Не ставьте нас как предмет торга. Таким образом мы им дали понять, чтобы не играли на нашем поле. Таким образом щелчок им дали. Вы понимаете, когда вы кого-то гнобите на самом деле в школе, то этот человек должен быть вам благодарен за свои будущие комплексы. Он должен сказать: спасибо, вот ты меня так загнобил уже, я уже так уже головой вот это в унитаз, когда макал, что я просто благодаря нам, практически благодаря Народному фронту победил Трамп. Так я не знал. Предмет торга. И поэтому эта команда Трампа очень хорошо на себе почувствовала на тот момент. И посмотрите, что после этого щелчка больше подобных заявлений с его командой не звучало. О, да, я думаю, Трамп отблагодарит от всего своего большого сердца, когда отойдет сейчас от эйфории, от шампанского проспится. Я думаю, он отблагодарит как раз-таки украинскую сторону, которая
так помогала ему, такими щелчками просто подгоняла его вперед. Более нелепой версии я и представить себе не мог. Это только несколько жирных гусей, которые сейчас полетели, кря-кря-кря кричат. А вот Порошенко, кстати, не полетел. Не полетел, знаете, главным гусем этого всего мероприятия, потому что что-то не угадал. Что-то он, некоторые злые языки говорят, что он огорчен, а я думаю, что все не так. Я думаю, что он просто упустил тот момент, когда надо было поздравить, а сейчас просто играет роль умственно отсталого. И молчит, решил затаиться. И чем дольше Порошенко молчит, мне кажется, тем хуже для него. Но чур меня, чур. Может быть, просто кажется.